Привет, привет, единички первого расклада. И вам достался расклад, что ты не ждешь, а оно все равно случится. И давайте в долгий ящик откладывать не будем. Все, что нужно, есть в описании к видео. Итак, давайте начнем наш расклад. Итак, единички. Передо мной бумажка с вопросами, их 3. И первый вопрос, что именно случится неожиданно, даже если ты этого вообще не ждешь. Вот знаешь, по картам ты сейчас, вот знаешь, как в режиме передышки. Устала, сил нет ни на что, просто вот существуешь и ждешь непонятно чего. Ничего не делаешь, ну как, активных действий нет. Никаких планов нет, никаких попыток что-то изменить. Вот ты легла на дно и отдыхаешь. И вот как раз в этот момент и прилетит. Тебе от семьи что-то достанется. Но это не подарок на день рождения или на Новый год, не помощь продуктами, да, не соленье варенье, а что-то серьезное. Имущество, вот недвижимость, доля в чем-то, деньги, которые вот лежали где-то и про которые ты давно забыла. И это связано с твоим родом, с теми, кто был до тебя, вот с историей твоей семьи. Что-то, что вот копилось поколениями и так далее, и сейчас это к тебе перейдет. И ты про это сейчас даже не думаешь, вообще не думаешь. У тебя голова другим занята. Проблемами своими, которые сейчас усталость, попытки просто до зарплаты дожить. А вот где-то параллельно сейчас решается вопрос, который изменит все твое положение. И это придет не потому, что ты там заслужила или заработала, нет. Это придет потому, что так вот получилось. Потому что ты часть семьи. Потому что тебе вот положено, как говорится, по праву рождения. И это, знаешь, вот кто-то из старших родственников что-то оформит, что-то перепишет, что-то передаст. То есть освободит тебе, вот, как сказать, место за общим столом. Не потому, что умрет, нет. Просто решит, что пора. Что ты готова, что момент, как говорится, настал. И ты это внезапно узнаешь. Это или сообщение, или звонок. Ну, по телефону я имею в виду. В обычный день, когда ничего не предвещало. Когда ты просто на работе была и думала про всякую ерунду. Но еще раз повторюсь, это или квартира, или земля, или вот доля в бизнесе, да, или вот счет в банке. То есть что-то реальное, осязаемое, которое можно, как говорится, в цифрах померить. То есть это не будет «я тебе желаю там солнышко». Нет, не эмоциональная поддержка. Это будут конкретные активы, которые станут твоими. И ты сейчас не в том состоянии, чтобы об этом мечтать. Ты вообще сейчас ни о чем не мечтаешь. Ты сейчас выживаешь. И именно поэтому вот этот сюрприз и придет. Понимаешь? Почему это так сильно тебя удивит и перевернет твою картину мира? А потому что ты думала, что это несправедливо. Ну, что тебе не положено, что другие имеют больше прав, например, там сестра старшая, да, или младшая. В твоей семье есть такой человек, кто всегда получал больше, кто любимчиком был. Понимаешь? Кому доставалось самое лучшее, а ты в сторонке стояла и смотрела. И ты привыкла, что так мир устроен, что есть те, кому везет, а есть ты. И это вот как бы несочетаемое, да? И вот все перевернется. Решение кто-то главное примет. Это мужчина с властью.
Понимаешь, это какой-то вот глава семьи, чиновник, юрист, то есть кто-то, кто имеет право решать такие вопросы, и все решит в твою пользу. И это будет официально с бумагами, со всякими печатями, росписями, подписями, то есть не на словах и не обещанием. То есть документ, который невозможно будет оспорить. Шок будет в том, что справедливость вообще существует. Потому что ты уже перестала в это верить. Ты думаешь, мир устроен иначе, да? Побеждают наглые, побеждают громкие, а скромные остаются без ни хрена. А тут кто-то взял и сказал нет. Теперь твоя очередь. Теперь она получит все. Это властный мужчина. И, да, тут больше нечего говорить. И ты с этими бумажками будешь в руках сидеть и не верить. Возможно, перечитывать, пересчитывать, проверять и думать, что это вообще ошибка. Что сейчас кто-то позвонит и скажет, там, мы перепутали. Но никто не позвонит, это реально, это твое. И картина мира у тебя треснет. Потому что ты это не сможешь объяснить привычными своими мозгами, к которым ты привыкла. То есть не сможешь сказать, это потому что там повезло, да? Отношение к миру изменит. А как это твою жизнь дальше поменяет? Ты хозяйкой станешь. Прям на словах. Ой, не на словах. Когда вот это имущество, оно к тебе перейдет, ты не побежишь его тратить или продавать. Нет, ты прям начнешь им заниматься. Обустраивать, развивать, в него силы, время, энергию вкладывать. И это будет твой проект на годы. Не быстрые деньги, не способ дыры закрыть, а вот долгосрочная история, понимаешь? Ты будешь смотреть на это и думать, как лучше сделать, да, как увеличить, как приумножить, как ремонт сделать. И появится терпение, которого раньше не было. Перестанешь дергаться из-за мелочей, перестанешь хвататься за любую возможность копейку заработать. То есть у тебя будет база, фундамент. Ты прям сможешь спокойно ждать результатов. И быт твой изменится. Повседневность, рутина. То есть ты будешь таким человеком, кто считает, планирует, думает, как говорится, на перспективу. Не из жадности, нет, а из заботы о своем. Будешь разбираться в вещах, которые раньше понятия не имел. Там налоги, ремонты, вот эти улучшения. Потому что у тебя, как сказать, руки золотые. И мозги у тебя золотые. Ты умеешь создавать порядок в абсолютном хаосе. Просто раньше негде было это применить. Не было своего. А теперь будет, и ты развернешься, как говорится, на полную катушку. Время пройдет, может год, может два, и ты оглянешься назад, да, на ту, которая лежала без сил и ни на что не надеялась. Просто не узнаешь себя. Потому что ты станешь вообще другим человеком. Спокойной, обеспеченной, уверенной. И это имущество, это будет началом твоего собственного рода. Того, что ты там дальше передашь, да, там своим детям, внукам и так далее. То есть ты получишь эстафету от предков и понесешь ее дальше вперед. А жизнь изменится в сторону стабильности. Надолго, я бы сказал, даже навсегда. Не будет больше этих качелей от копейки до копейки. И страх не будет, что ты там останешься без ничего. Как говорится, на твердую землю встанешь. Понимаешь?